Я переживаю, подождите. Жалко пацанов, которые воюют там. И эту украинскую штуку. У нас в казне, денег, сами посудите. Как откуда? У нас сырьевая страна. Вместо того, чтобы этим украшательством заниматься, я бы эти деньги пустил вон действительно на... Распоряжаться деньгами должен, конечно, президент. У нас нет выбора на это, потому что... Делать при Путине, и, по-моему, умру при Путине. Как вы думаете, много ли денег расходуется на всякие военные действия, на Я мобилизацию? не заморачиваюсь об этом. Как думаете, откуда эти деньги берутся? Конечно, с меня. Почему нет? Вам не жалко? Нет. Мне жалко пацанов, которые воюют там. И эту украинскую штуку брат брата убивает. Братья славяне друг друга лупят. Не по нашей, видать, воле, но... Можем ли мы как-то, россияне, повлиять на это? Я думаю, наш верховнокомандующий знает, что делает. Я могу только процитировать Наполеона. Что нужно для войны? Деньги, деньги и деньги. А как дорого, кто же его знает? Я же не ориентируюсь в этом деле. Дорого. Как вы считаете, откуда должны взяться деньги на эти расходы? И вот вам 5 вариантов ответа. Поднять налоги, ввести специальный налог на войну, сократить все остальные расходы на образование, например, пенсии, какие-то социальные выплаты, выпустить специальные военные облигации. И 4-й вариант, Центробанк должен напечатать деньги или вот ваш какой-то 5-й. Мой другой, 5-й. Просто я этим летом наблюдал, во время наших специальной военной операции очень веселую картину на Ленинском проспекте. Все устилали гранитом. Я не знаю, сколько это стоит, но я думаю, что очень больших денег. Вот я бы, честно говоря, вместо того, чтобы этим украшательством заниматься, я бы эти деньги пустил бы действительно на то, чего не хватает людям там. Там, говорят, не хватает этих летающих дронов, не хватает ночных прицелов, еще чего-то не хватает. Ребят, а зачем вот это украшательство, зачем нам нужно на данный момент? Это не мой уровень, поэтому я могу только задать вопрос. Из налогов. Откуда еще? Из налогов, в целом мероприятий. Сейчас же в России закрывают Новые годы, допустим, в нескольких городах, чтобы все деньги пошли на... Я переживаю, подождите. Не переживайте, очень хорошо. Надо. Вот. То, что все деньги с праздников новогодних уйдут на военные действия, в целом на войну, туда, куда-то. Вот. И у многих россиян отнимут Новый год. Как вы думаете, россияне еще долго будут все это терпеть? Я думаю, да. Нас так воспитали. Я сама родилась при Путине и, по-моему, умру при Путине такими темпами. Вот, поэтому думаю, да. Оно уже давным-давно у нас вот так вот тюкали и дотюкали. Военные действия для кого, смотри? Для военных компаний они прибыли сумасшедшие. А вот для нас, для простых россиян, которые вот в пятерочке по акции молоко покупают? Мы должны понимать, мы не Максим Галкин. Где-то 50 тысяч баксов срубил за вечер и свалил в Израиль. Нет, мы должны понимать, это наша земля, это наше отечество, наша родина. Поэтому да, мы готовы потерпеть, а что делать? Откуда должны взяться деньги на эти расходы? Думаю, облигации. У нас есть ОФЗ, так скажем, увеличить, может быть, количество. Это раз. Но эмиссию увеличить можно, да, пусть будет лучше инфляция чуть-чуть. Мы к инфляции придут, они там в Европе, у них там инфляция 10%, они уже а как жить. Мы к этому привыкли, мы это перенесем. Мы русский устойчивый народ, мы особая цивилизация. Россия – это особая цивилизация. Дорого ли обходятся военные действия для России, для российских граждан, для российского бюджета? 50 на 50. Спорно. Я здесь именно как-то вот так сказать, не могу. Откуда должны взяться деньги на все эти расходы? Смотрите, сразу как-то поднимать налоги – это сразу минус, потому что этого не будет. Именно как-то сокращать по учебе и медицине тоже не будет,
потому что у нас сейчас и так ситуация с медициной не очень, и их сокращать еще, ну куда это надо кому? По сути, может быть, вот напечатать, а пятое, это скорее всего, ну, будет как раз-таки с этого, с казны брать. Наверное, как так. Вы считаете, откуда деньги в казне берутся? Они берутся за счет налогов. Так или иначе, они же там есть. Но если их взять просто так, то, соответственно, это сократит медицину, образование и другие бюджетные Не сферы. соглашусь. Так или Увеличивая иначе- расходы на одно, ты уменьшаешь расходы на другое. Бюджет заложен один. Так или иначе, у нас в казне, ну, денег, сами посудите, ну, не миллион там намного больше. И даже если они тратят там 5 миллионов на всю эту сферу, ну, так или иначе, да, это нам, может быть, как-то чем-то убавится, но навряд ли. Особо ничего такого серьезного с нами не произойдет. Много. Как вы думаете, откуда они берутся? Как откуда? У нас сырьевая страна, оттуда и берутся. Вот смотрите, ресурсы добыли, продали. Получается Так. бюджет. Да. Но сейчас ресурсов-то уже не продают столько, сколько тратится. Ну, у нас Китай огромный потребитель. У нас находится сейчас вся Азия будет потребитель. А вот если бы у вас была возможность, к примеру, выбрать из нескольких вариантов, а откуда покрывать эти расходы, вот что бы вы выбрали, там, не знаю, выпустить военные облигации, сократить социальную сферу на пенсию и добавить на какие-то военные расходы, то есть вот какой пункт бы вы выбрали или свой бы какой-то предложили, вот откуда брать деньги, если их вдруг нет? Слушайте, ну, во-первых, у нас воруют много, это факт. Поэтому, если это же как-то ужесточить, как в Китае, сделать смертные казни за воровство у чиновников и так далее, то, я думаю, деньги бы появились в достаточном количестве. Если вы поддерживаете такую коммунистическую диктатуру? Это не коммунистическая, это здравая диктатура. На Руси всегда так было. Из общего государства, из общей казны государства распоряжаться деньгами должен, конечно, президент, выделять специальные деньги. Но я считаю, что именно оттуда и должны брать деньги. Если на какой-то налог люди будут просто не в недоумении, то что еще надо будет платить налог на войну. Может, многие этого и не хотят, кто знает. Сократить остальные расходы на здравоохранение, ну, образование, пенсии. Это тоже, скорее всего, нет, потому что медицина должна быть на высшем уровне, и пенсии. И так пенсии, я думаю, мало получают пенсионеры. Поэтому, скорее всего, Центробанк же не может просто так печатать деньги. Это тоже как бы неразумно, тогда они просто обесценятся. Скорее всего, третье. Военные облигации, да? А вы как думаете? Ну, тоже третий, потому что остальные варианты, вот, Коля уже сказал, почему. Много ли тратится денег на вот эти военные расходы, которые есть сейчас в России? Нет, не знаю. А из каких вот статей это должно быть? Вот как думаете, вот все эти расходы? Ну, на мобилизацию, на какие-то военные действия. Вот из чего должны браться эти деньги? Я в этом некомпетентная. Я пенсионерка, мне уже 80, поэтому я этим не занимаюсь сейчас. Как дорого стоят военные действия для России? Ну, дороговато, но есть и своя прибыль. Если война будет продолжаться так, как она сейчас продолжается, придется повысить налоги, придется либо ввести какой-то отдельный, либо повысить. Вот так. А как же мы тут будем жить, если у нас и так все кругом повысит? Ну, как бы иногда наверху решают, что нужно повысить, и у нас нет выбора на это, потому что... Вы кто? Мы YouTube-канал «Что делать?».